Друзья, всем привет! Очередное видео на канале. В сегодняшнем видео будет обзор зимних жерлиц для ловли хищной рыбы в период зимней рыбалки. Моделька, друзья, называется BAT 3601001. И давайте приступим к обзору. Поехали! Итак, друзья, наша посылочка, получается, приходит вот в такой картонной коробке. Внутри мы можем видеть сумочку, выполнена из водонепроницаемого материала, который препятствует впитыванию влаги. Это является большим плюсом, поскольку есть производители, которые делают сумки из обычного материала, и этот материал впитывает воду. Подробнее о сумке и жерлицах немножко попозже. Сейчас мы отставим. Поговорим про коробочку немножко еще. Получается, на коробке идут данные отправителя, получателя, все стандартно. И вот внутри есть, сейчас покажу. Вот, если кому будет полезно, вот, видите артикул и как называются вот эти жерлицы. Вот. И больше в коробке ничего не идет. По сумочке еще, друзья, что хочу добавить, идут вот такие, идет вот такая шлейка регулируемая, можно под любой рост. Я думаю, навряд ли кто-то будет носить их отдельно, либо будут в ящике в рыболовном лежать, как я ношу, либо может в каком-нибудь рюкзаке. Вот. Получается, идет вот такой хлястик на липучке, вот такая идет железная скоба, тоже плюс, не как пластиковая, может поломаться. Вот, откидывается. Так, сумка вместительная, и это есть плюс, поскольку есть производители шьют сумки, только впритык получается, да, и неудобно слаживать. Здесь такого нет, друзья, все идет круто. Внутри сейчас я, друзья, достану. Идут вот такие 10, получается, вот этих подставок. Оснований. Основание, друзья, получается 19 сантиметров, довольно-таки большое. Нашу лунку будет прикрывать полностью, даже если там 150 бур, вот как я использую, закроет полностью. Выполнены из качественного пластика, морозостойкого. По идее, как заявляет производитель, не должна трескаться и служить нам долго. На подставочке, друзья, вот идут такие пазы. Вот, в которые вставляются вот такие, получается, катушечки на стойке. Катушка регулируется, ход натяжения катушки вот этим винтом, получается, шурупом. Фиксируется вот эта стойка с катушкой вот этим, видите, шипом, который входит вот в стойку. Вот есть здесь. Сейчас я вам даже покажу. Вот так. Вставляется и защелкивается. Все, вот она плотно стоит. Но, почитав отзывы, много пользователей, чтобы достать, получается, нам эту стойку в конце рыбалки, нужно вот так поднять язычок и вынять. Но поскольку на морозе все настывает, забивается снегом, и, говорят, тяжело достается вот этот, катушка вот эта достается, стойка, нужно вот этот, получается, язычок, шип, будем так называть его, назовем так его, срезать. И сейчас я вам покажу на примере. Вот уже, друзья, срезанный. Вот, вставляется все и вынимается легко. Но вы смотрите сами, может быть, труда вам не составит вынимать. Я для примера одну показал, как делать. Стоит тоже все плотно, даже если срезать этот шип. И, конечно же, друзья, без флажков никуда. Идут флажки в комплекте, но флажки, друзья, сразу, если бы мне сказали, оцените флажки жерлицы по пятибалльной системе, 1 балл бы сразу минус был бы, поскольку вот эти флажки я уже сделал, как получил их, я взял, и флажки у меня вот эти все оставались в руках. Вроде клей был, но не проклеен до конца. Я взял вот дополнительно, не дополнительно, а по новой проклеил суперклеем. И если есть у кого, сейчас я вам покажу. Вот швейная машинка, взять дополнительно еще
на суперклей прострочить машинкой. Все. Вот флажок. Получается, уже никуда не улетит. Ножка вот эта сразу от производителя у нас загнута. Единственное, нужно вот здесь прямая, ну, подгибать уже под себя. Ну, я думаю, кто рыбачит, или кто только первый раз будет рыбачить, информацию изучает, знает, что вот эти ножки, ну, нужно подгибать под катушку. Получается еще плюс какой. Вот видите, это основание стоит все крепко. И вот здесь сделано вот рядышком с катушкой вот под этот флажок. Вставляется, сейчас вам покажу. Тоже плюс, поскольку есть жерлицы, которые, ну, сама стойка отпадает, и флажок, когда происходит поклевка, вот, отстреливает. Здесь все вот сидит плотно, вот, никуда не улетает. Вот. И забыл добавить, да, друзья, по катушке. Катушка по диаметру получается 75-ка. Тоже есть большой плюс, поскольку больше катушка, меньше петель, как я рассказывал. Ну, кто не смотрел видео, в подсказках выскочит. От белорусского производителя моделька щука была. Там тоже катушки большие, но там даже 85-ка. Поскольку на большие катушки леску проще наматывать, и вот эти, когда леска хранится, при размотке меньше, ну, леска пружинится получается. Вот, друзья, больше добавить по этим жерлицам нечего. Мне понравилось. Ну, еще раз повторюсь, по пятибалльной системе балл снимаю за флажки. А так, друзья, жерлицы отличные. Знакомые на такие ловят, никогда не подводили. Все отлично. Ну, единственное еще, да, нужно, получается, вот эту катушку, друзья, ну, отрегулировать вот этим винтом, чтобы не было сильного, ну, когда поклевка, чтобы не было закидывания лески за катушку. Все. А так, жерлицы отличные, пользуются спросом у многих рыболовов. Так что ссылочку я оставлю в описании. Кому интересно, переходите и заказывайте. По сумочке тоже, друзья, все понятно. Мне понравилось. Думаю, прослужит долго. Материал не тонкий. Все отлично. Вот. Так что, друзья, вот такие жерлицы у нас были на обзоре. Если, друзья, данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вами, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.